Косторная, новая Медведева. После скандального ухода от Тутберидзе фигуристка теряет всю свою магию. На этапе Кубка России в Казани Алена Косторная без шансов уступила Александре Трусовой, хотя на протяжении всего прошлого сезона регулярно ее обыгрывала. Кажется, что уход от Тутберидзе к Плющенко пошел на пользу только русской ракете. Косторная же теряет свой коронный прыжок и даже уникальное катание, которым она подкупила всех год назад. Борьба между двумя бывшими подопечными Этери Тутберидзе, почти синхронно ушедшими к Евгению Плющенко, получилась иллюзорной, хотя болельщики ждали яркого перформанса, держа в памяти прошлый сезон. Тогда Алена Косторная выдавала один шедевральный прокат за другим, а Александра Трусова отчаянно боролась со своими четверными прыжками. В отношении русской ракеты в принципе ничего не изменилось. Она снова бьется с элементами ультра-си. Что-то получается, что-то нет. А вот вся магия Косторной куда-то улетучилась. После короткой программы на этапе Кубка России в Казани она еще каким-то чудом оказалась на первой строчке. Хотя и выступала без своего коронного тройного акселя, который в прошлом году она исполняла лучше всех в мире. Алена ожидала худшего. Была уверена, что после скандального перехода и судьи перестанут быть к ней благосклонны, однако этого не произошло, что вызвало неподдельное удивление фигуристки во время объявления оценок. Однако произвольная программа расставила всех по своим местам. Косторная за второй прокат получила солидные баллы, 148,16. Однако ее соперница Трусова и вовсе улетела в космос, 171,21. В итоге именно Александра заняла первую строчку в итоговом протоколе, а Алене осталось довольствоваться вторым местом с отставанием от победительницы на целых 22 балла, это просто пропасть. Откуда вообще взялся такой гигантский отрыв, если в прошлом сезоне Косторная относительно легко побеждала Трусову? У Алены было 14 баллов преимущества в финале Гран-при, 33,5, на чемпионате России и 15 баллов, на чемпионате Европы. Все просто. Тогда у Косторной был тройной аксель, а это мощнейшее и единственное оружие, которое она может противопоставить четверным прыжкам Трусовой. В мире этот прыжок исполняют единицы, а Косторная делала его лучше всех, за счет чего и побеждала. Но после ухода от Тутберидзе она никак не может его восстановить. Алена объяснила, что пока у нее было слишком мало удачных попыток, чтобы вставлять прыжок в программу. В сложившихся условиях она оказалась вполне довольна своим результатом. 226 баллов для первого старта, учитывая то, что я каталась с ошибками и померла в середине. Это очень и очень хороший результат. Такая риторика от действующей победительницы финала Гран-при чемпионки Европы немного пугает. Еще год назад она откровенно очаровывала всех своими прокатами, однако теперь не только магия куда-то улетучилась. Алена еще и начала, по собственному признанию, помирать в середине программы. Да, можно сделать скидку на начало сезона, но даже с ее учетом та же Трусова смотрелась на порядок сильнее, хоть и снова падала с некоторых прыжков. Если называть вещи своими именами, то Косторная сейчас вообще не соперница ни Трусовой, ни Щербаковой, хоть в прошлом сезоне побеждала обеих. Неужели уход от Тутберидзе настолько тяжело дался фигуристке? Это очень напоминает историю Евгении Медведевой, которая тоже ушла, громко хлопнув дверью, но в итоге 2,5 года больше страдала, а не каталась, и все равно вернулась домой, растеряв за это время всю чемпионскую прыть. Это грустно признавать, но в 2018 году Евгения была одной из сильнейших в мире, а сейчас? О Медведевой чемпионке напоминают только протоколы соревнований прошлого и ролики на ютубе. Неужели и Косторную ждет та же судьба? Алена показала нам, насколько она готова на сегодняшний день. Она еще не готова. У нее еще идет работа по восстановлению тройного акселя. Пожелаем ей его восстановить. Пока я не вижу, чем она может обыграть Трусову при чистом прокате Саши. Сказала Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР. На мой взгляд, тяжеловато смотрелась Алена. Дорожка шагов всего лишь второго уровня, и мы говорим о фигуристке,
которая прекрасно владеет коньком и телом. Всего лишь второй уровень вращения, третий, четвертый и четвертый. Немного пошатнулась на вращении, на дорожке тоже. Такое впечатление, что не в оптимальной форме, сообщил Алексей Ягудин, олимпийский чемпион 2002 года. Ягудин знает, о чем говорит. Прошлогоднюю короткую программу Косторной сравнивали по величию с его легендарной зимой. Но сейчас, как признаются болельщики, пропало чувство, что смотришь на гениальную фигуристку. Косторная вмиг превратилась в канадскую версию Медведевой, которая говорит о мифических перспективах, сломанных коньках и о том, что она ни в чем не виновата. Тем временем Плющенко делает ставку совсем на другую спортсменку. Как бы через пару лет не пришлось просить бывшего тренера разрешить вернуться. Вот только роль блудной дочери Тутберидзе уже занята.